Господа, здравствуйте! Смотрите, какая у нас прекрасная компания. У нас есть ZIL, Audi 100, красная и Frontera. Все, что нам дорого. Audi 100, потому что это действительно Audi 100. Это не S4, это просто еще одна красная Audi 100. Да, я сам их иногда путаю, когда сюда прихожу. Но моя S-очка стоит здесь и уже завтра поедет, все будет нормально. И мы с вами снова встречаемся, как я обещал, раз в год у ZIL. ZIL, ребята, это нечто незабываемое. Он стоял с января. И, к моему удивлению, я просто включил размыкатель массы и завелся с полфыра. С января машина простоявшая. Это очень нетипично, как вы видели в прошлых сериях. Вся вот эта BMW-шная начинка очень не любит долго стоять. Она забывает прошивки, адаптации, просто не хочет заводиться, богатит, заливает, требует каких-то замен. Дальше что-то всегда происходит, но в этот раз просто отстоявшая ползимы на выставке в Пулково Аутлет, а потом ползимы у меня под навесом. Все в порядке. Главное, просто не бросать его в сугробе, и все будет замечательно. ZIL красавчик. И вы знаете, что я перегонял его сюда, и такого количества внимания я не испытывал на себе очень давно. ZIL узнается в потоке всеми, безусловно. А это говорит о том, что, ребята, легенда жива. И сегодня мы это докажем. Каждый раз, когда я начинаю какой-то новый проект или думаю о том, чтобы я придумал новый проект, хорошо, и в этот раз я думаю, как его проверить на тему, что не придумал ли кто-то до меня. Такое может быть. Я постоянно ищу, я ищу везде, в ZIL, в Bentley ищу, в интернете ищу. Не было ли такого до меня, ну чтобы просто не облажаться. И что-то до меня, оно бывает что-то похожее, прямо готово, но не на русском языке. И нужно понять, о чем говорят эти люди, понять быстро. А там, допустим, немецкий. И в этот момент приходит на помощь Яндекс.Браузер. Он может перевести любое видео, которое есть на английском, немецком, испанском, итальянском, французском языке, на русский. Я могу понять это в онлайне прямо сейчас. Как это работает физически? Вы просто скачиваете и устанавливаете Яндекс.Браузер. Это фишка именно в Яндекс.Браузере. Дальше вы находите необходимое вам видео, в нашем случае, допустим, на YouTube, и запускаете. Вот оно на немецком. Дальше у вас есть кнопочка «Перевести», или если в маленьком формате, то такая «А» с иероглифом. Вы ее нажимаете, просто на лету можно сделать. Я думаю, что ни одна другая компания не дала бы нам испытания для такого действия. Снова нажимаем. Снова нажимаем. Ищите эту штуку отсюда. Как мы это делаем, вы можете посмотреть наше видео на нашем канале. Офигенно! Теперь я понимаю, о чем они говорят, потому что я понял бы, если бы это было на английском, но я не понимаю на немецком, а теперь понимаю. Перевод осуществляется, естественно, нейросетями. Это нет, не гномики под партой сидят там и переписывают все быстро. Реально нейросеть. Переводит она это все в онлайне, и перевод очень достойный. Можете сами попробовать. Вот прямо хоть сейчас в YouTube вберите там «Тесла на гусеницах» и через Яндекс.Браузер гляньте. Так что ссылочку на сам браузер оставлю в описании. Обязательно попробуйте. Теперь вам доступно больше видосов на русском. Но совсем идеально все быть не могло, поэтому, естественно, чуть-чуть небольшие косячки все-таки произошли. Это удивительно, но противогаз... Он был подарен нам новым, замечательными подписчиками, классными, и просто висел вот так. Но, видимо, пары бензина, просачивающиеся из-под крышки, противогаз разъело. Что чрезвычайно обидно. Новейший, наряднейший противогаз, но благо есть доски объявлений, где этих противогазов с консервацией пачками, поэтому надо его просто обновить. И у нас немножко ослабли резинки у стаканов. Это два BMW-шные стакана из BMW-шного бака, врезанные в зиловский оригинальный бак. Они были под прокладками резиновыми и даже на герметосе, но при этом все равно ослабли, поэтому чуть-чуть потеют. Как будто бы из-под них. Пожалуй, все. Даже не спустило ни одно колесо. И даже ночь держит пневмо. То есть, когда ты его завел, он там накачался. Полгода он стоял, конечно же, пневмо села, там завалилась на бок. Он накачался, ты на утро приходишь, компрессор не срабатывает. Пневмо держит день, а может быть даже больше. Это гениально. Ну и, конечно же, у нас просто подзакисли ручки, поэтому будь с ним сильным, братан. Все, вот так это делается. Это не то, чтобы я сказал совсем комфортно, потому что это все железное прямо и закисает, но, тем не менее, работает, если прикладывать чуть больше усилий. В остальном всем пушка, и сегодняшняя задача нашей серии узнать, сколько же в нем лошадиных сил. И делаем мы это только сегодня, потому что предыдущие года это было физически невозможно. Сейчас все объясню.
Во-первых, я 10 раз уже пытался пристегнуться здесь. Я отвык, я год не ездил на Зиле. И пристегиваться нечем. Машина с завода конструктивно не оснащена ремнями безопасности. Будет очень угарно, если будут приходить штрафы. Надо было, знаете, одеть эту футболку, которая с полоской. Ну реально, здесь по заводу не предусмотрены ремни безопасности. Есть такой нюанс. В остальном же, как вы понимаете, за год простой особо ничего не произошло. Очень прям вот 130-й ЗИЛ, да, смотри. Вот это, конечно, мечта. И если бы они такими были с завода, как это было бы прекрасно. Так вот едешь, одной рукой кайфуешь, кондея только не хватает. А так все есть. Ведь даже навигация у нас здесь есть. И можно даже ездить по навигатору. В остальном все так же, как и должно быть в Зиле. Эхо, потому что я сижу в металлической кабине, несмотря на то, что мы поставили лакшери обшивки, которые были далеко не в каждом Зиле. И, естественно, тепло. Сегодня мало того, что на улице плюс 30, так я еще в Зиле, в котором, в принципе, всегда тепло. И эта его часть от заводской машины никуда не ушла. Он как был очень теплым, так очень теплым и остался. Кабина-то родная. Просто вот эта вот улыбка, она сегодня будет весь день на лице. И да, будет шумновато, потому что у меня открыты оба люка. Они реально поправляют. Если бы не было этих люков, было бы еще в 2 раза жарче. И, естественно, открыто окно. Естественно. Люди в машинах все равно все смотрят. Всегда. ЗИЛ просто... Как можно сделать максимально стоковую, максимально приметную при этом машину? Это просто абзац. Все максимально таращатся. Легко! Нет, чел на 4-ке предлагает погоняться. Ну, естественно, в рамках шутки. Но это прикольно. Ну, блин, все узнают. Мы хотели спокойный, незаметный с виду ЗИЛ. В итоге мы самые заметные на этой дороге. Это очень весело. Мы быстрые. Хотя это так кажется, на Зиле это кажется. В реальности мы едем не быстро. Блин, люки офигеть как помогают. Они прям обдувают хорошечно. Люки пушка. Блин, на мощном грузовике ездить все-таки это прям не работа, это кайф. Ты везде влезаешь, везде успеваешь, ты тормозишь, ты разгоняешься, ты, в общем, движешься с потоком. Насколько это классно, когда после обычного грузовика, на котором ты понимаешь, что перед тобой кто-то влез, хотя ты тормозил заранее, и теперь у тебя не хватает места, чтобы остановиться, потому что ты тяжелый, потому что может не хватить тормозов. Ну, в общем, вы знаете, ребята, привет вам, категория С. Сколько на самом деле проблем, и особенно по зиме, вот ты останавливаешься заранее, ты все рассчитал, у тебя дистанция до передней машины, и они перед тобой раз, два, три, и все, у тебя уже нет дистанции, ты и так уже на тисках идешь, как бы, и блин, ну что за фигня? Надо проверить козырек. Идеально. Просто система работает. Опустился, поднялся, ну прям кайф.
Старожилы канала знают, что в этом месте мы уже однажды были. Это, наверное, это не в этом месте, но примерно на этом же стенде. Примерно потому, что вроде и стенд тот же, но это долгая история, которая началась в 2014-15, скорее всего, году она вся началась, и была она в поселке Анналово. И тогда на этот ступичный стенд заезжал Range Rover Sport. Черный, классный, дизельный, 3-литровый, мощнейший автомобиль, который тогда на стенде, если не ошибаюсь, выдал 302 лошадиные силы. Все здесь, ребята, все помню. И это единственный в Санкт-Петербурге ступичный полноприводный стенд. После этого, я думаю, все спортивное сообщество знает, что произошел пожар, стенд долгое время восстанавливался, менял прописку. Сначала многие года существовал только в заднеприводном варианте, и только пару лет назад он снова стал полноприводным. Это история компании Техноринг, которая теперь переживает рембрендинг и очень скоро будет называться Абутех, Абутеч, если хотите. Ссылочки я, естественно, оставлю в описании. И по-прежнему, несмотря ни на что, это единственный в Петербурге ступичный полноприводный стенд. А на обычные стенды ЗИЛ не заезжает, потому что у него длиннее база. Мы пробовали, по-моему, заехать на все стенды в Петербурге. И даже при условии, что мы поменяем большие колеса на штатные от X5M, заднее колесо будет стоять на уже свесе барабана обратном, который очень неприятный свес. Если что-то пойдет не так, это все уедет в стену. Поэтому никаких других вариантов, кроме как компании Абутех, у нас не было. И надо сказать, что в этой же компании у нас однажды, когда еще в начале эры замерялся УАЗик, антигелик на заднем приводе, здесь же оборвало кардан. В общем, эти ребята знают меня не понаслышке и готовы к тому, что что-то может пойти не по плану. Но при всем этом именно сегодня мы узнаем, сколько же мощности с колес, по крайней мере, выдает ЗИЛ. Ну, плюс там вот эти все вот коэффициенты, высокие коэффициенты, моментальные выплаты. И узнаем, сколько всего же все-таки в нем. 600, 700 или 400. Как знать. На 3200 1000 моментов. Кило момента, прикинь. Охренеть, кило момента. Короче, пока мотору не все нравится, потому что мы видим, как сдувается график на 5,5. Хотя S63 должен себя очень хорошо чувствовать и дальше. Но пик в любом случае где-то здесь, на 4700. Тоже, что не совсем типично. Но сегодня плюс 32, типа где-то, то есть очень жарко. Мотору не продышаться. Но кило момента меня радует больше, чем 600 сил, потому что, блин, килограмм, ребята. И он на 3000, то есть ты просто вот этот пинок, когда он делает, это паровозная тяга. В общем, ситуация у нас абсолютно понятная, как я и вначале говорил, 32 градуса тепла. Я думаю, все спортсмены, владельцы турбовых машин или просто АМГ подразделения, С подразделения, РС знают, что в жару никакой турбомотор не поедет, тем более такой нагруженный. У нас та же ситуация. На впуске 70 градусов. Все отшибает по температуре, мотор уходит в ограничение. Но даже при этом у нас 550 лошадиных сил и килограмм момента. 1050, если быть точнее. И это 1050 наступает на 3200 оборотов. То есть ровно посередине у нас приваливает просто паровозная тяга. Что как раз очень необходимо для наших огромных тяжелых колес. Но сейчас мы попробуем его 40 минут поостужать, продуть весь бокс, чтобы он, потому что Питер, такого опять же не было никогда, и вот случилось снова. И на холодную еще раз замериться. Но пока все зашибись. Второй замер его уже обрубает. Он раздувается примерно до 4,5 и дальше в перегрев уходит. Если ему дать более-менее остыть, 600 плюс. То есть честные 600 сил. Это успех, ребят.
постоянно едет поток. Спасибо! Я вот говорю про это, просто невозможно, на нем невозможно просто даже стоять. Если ты стоишь и поток едет мимо тебя, трындец, все просто смотрят. Это люди хотят дела. И он не выходил год, больше, с мая. Видео не выходили 1,5 года. На нас просто таращится каждая первая машина. Ну давайте скажем 8 из 10. Я даже, слушайте, эмоции, я прям как будто готов расплакаться. Это что-то невероятное. Просто стояла куча людей на обочине. Рабочие стояли, кто делает дорогу, укладывает поребрики, и просто 10 рук вот так поднялось вверх, показывали палец. Блин, братишка, ты реально легенда. Самое главное, что он живая легенда. Понимаете? ЗИЛ. Я шокирован. Просто от людей исходит такая энергетика, когда они его видят, что сам ей заряжаешься. И ты просто едешь, ты не валишь в потоке, ты просто движешься. И люди помнят эти заслуги. Они знают, насколько это круто выглядит. И просто 10 человек синхронно рабочих поднимают руку и палец вверх. Не знаю, как это откомментировать, честно. Я уже говорил, да, я много пережил. Я знаю, как на себя смотрят. Если смотрят, это не значит, что ты классный. Смотрят по-разному. Я много раз вам это говорил. Бывает, смотрят как на дурачка. Бывает, смотрят с опаской. Бывает, смотрят с удивлением. Здесь они просто любят тебя. Эти люди все с огромной улыбкой. Они бегут через дорогу с телефоном. Хе-хей! Смеются. Они видят ЗИЛ. Братан, ты очень крутой. Ты прямо... Ты офигенный ЗИЛ. Я бы тебя обнял, если бы хватило рук. Это Мостов. Спасибо вам! Сегодня я почувствовал вашу любовь, потому что 8 из 10 машин, которые махали руками, приветствовали, некоторые даже совершали при этом ошибки, типа я разворачиваюсь, человек передо мной заезжает на заправку, я встал поперек дороги, он передо мной встал и давай мне объяснять, что я классный, я рад, но я поперек дороги и в бочину летит фура, но он же не со зла, с другой стороны. Это все говорит о том, что не меня они любят, не меня вы все любите, а вы все совершенно справедливо любите вот этого пупсика. А пупсик на самом деле офигеть красавчик. И за это ему огромное спасибо. Он классный, сочный, он валит, едет и одним своим видом вселяет в вас отличное настроение. И помимо всего этого, он чудовищно мощный. 623 лошадиные силы в плюс 32 – это отличное достижение. И ладно бы 623 силы, да? 1000 момента, 1000 ньютон-метр крутящего момента. Я называю эту сумму килограмм, кто-то называет ее сотка, кто-то тонна, центнер сегодня. В общем, можно по-разному это пересчитывать, как это говорит правильно. Я говорю кило момента с 3200 оборотов, ребята. Это паровозная тяга, это ощущение действительно приезжающего товарняка. Что говорит о том, что те люди, которые его без диностенда на ощупь настраивали, чиповали, сделали все правильно. Потому что именно столько момента нужно, чтобы эффективно провернуть огромные 38-е колеса. Вот эти сумасшедшие тяжеленные 4 маховика с места должны пнуться этим 1000-ным крутящим моментом, чтобы эта штука поехала 5 секунд.
секунд до 100. Все вместе это делает эту историю легендой. И это живая легенда, и это действительно ЗИЛ 600 сил. Причем я уверен, что если мы замеряемся в плюс 15-17, то здесь будет честных 650, а может быть даже и 700 лошадиных сил. Поэтому цифру 600 мы берем примерно гарантированную, потому что даже на перегретом моторе он все равно выдает 550. И это главное открытие сегодняшнего дня. Поэтому я, в свою очередь, хочу еще раз сказать спасибо. Спасибо вам, спасибо ЗИЛу, спасибо тем людям, кто его строил и обслуживал, потому что с 2017 года 5 лет длится история, которая была через боль, поражение в свое время, обрывала привода, чего только не было. И тем не менее, мы наконец-то только сейчас, в 2022 году, узнаем, что он действительно 600 сил. Но это просто не передать словами, насколько мы сегодня рады. Сегодня вот у всех, у меня, у Ярослава, у ребят были вот эти глаза, что да, он точно 600 гарантированных с горочкой и 1000 моментов. А ведь я хотел его продать, а теперь я его снова не продам. Он, как я и обещал, будет примерно раз в год выезжать и радовать вас. Я не знаю, что я буду показывать вам и снимать через год, но мы обязательно что-нибудь придумаем. В конце концов, никто не отменял снова всяких гоночных движений, потому что когда ЗИЛ с кем-то гоняется, это то, что можно смотреть вечно, господа. Спасибо вам всем еще раз за то, что продолжаете все это смотреть. Огромной вам удачи, такой же, как нам с этим проектом. И пока. До встречи в 2023 году. ЗИЛ.